Добрый день. Приветствую вас, ваших любителей фигмы. Меня зовут Максим. Я дизайнер UX в Hello Lab. Работаю уже практически 7 месяцев. Так случилось, что мой профиль это промо-сайты. Профиль как-то сам меня выбрал. Не то, что я сопротивляюсь, но тем не менее так случилось. Я сегодня хочу с вами поговорить на тему геймификации. Довольно интересная тема. И я думаю, вам тоже будет интересно знать о ее принципах вкратце. Так, с наше время, с UX стал довольно часто использоваться практически всегда при создании новых платформ, каких-то услуг. И хороший пользовательский опыт сейчас очень ценится бизнесом. С помощью него он ищет новые способы привлечения клиентов. Одним из таких способов стала геймификация. Что же такое геймификация? Это применение игровых элементов и принципов в неигровых контекстах с целью увеличения вовлеченности, мотивации, достижения определенных целей. В UX-дизайне геймификация используется при создании привлекательного пользовательского опыта и стимуляции желаемых действий со стороны пользователя. Если говорить простым языком, это использование различных игровых элементов в проектах, которые по сути не являются игровыми. Часто используются сейчас такие элементы игр, как рейтинги, доски лидеров, ачивки, различные бейджики, награды, уровни. Все и стимулирует пользователей выполнять различные действия, которые в обычных условиях он не хочет выполнять, неохота выполнять. Это и есть, по сути, элемент геймификации. Сама идея и концепция геймификации, она очень старая, несколько веков. Но именно сейчас, когда развиваются цифровые платформы усиленно, бизнес стал использовать эти элементы в своих целях, чтобы мотивировать пользователей принять определенные действия. Давайте подумаем, почему все же людям нравится играть. Конечно, они получают удовольствие, как хорошее, так и плохое, от игр. Кому-то нравятся эмоции определенные. Нравится побеждать боссов, нравится выполнять цели, квесты, нравятся какие-то определенные достижения, хвалиться ими. Конечно, любые действия в игре несут никакой последствий в реальном мире, и это и притягивает игроков. В реальном же мире все куда сложнее, многограннее, и любой необдуманный ход пользователя может принести ему непредсказуемые последствия. Поэтому люди все чаще закрываются при каких-то вселенных виртуальных, выстраивают свою стену комфорта и остаются там. Э, Современные игры не требуют таких особых навыков, они требуются выполнения простых действий. Действия обычно приносят пользователю удовольствие. И при этом он готов даже платить за то, чтобы да, за возможность выполнения этих действий. Этим потребности мозга к эндорфинам и пользуется бизнес в своих целях, чтобы мотивировать пользователя на выполнение определенных действий. Если говорить о преимуществах, которые по сути неоспоримы, можно выделить конкретные, если разбирать их. Давайте разберем их последовательно. Увеличение вовлеченности пользователя. Такие игровые элементы, как рейтинги, уровни, цели, доски лидеров, они будут вовлекать пользователя внутрь процесса, внутрь системы. Он захочет оставаться в ней, идти дальше. Ему захочется получать награды, какие-то плюшки. Даже если это, по сути, нужно выполнять какие-то действия, которые обычно он не захотел выполнять. Это будет стимулировать его. Мотивация к действию. Э, Игровые элементы хорошо мотивируют игрока, пользователя к определенным действиям, которые в обычных условиях он не хочет совершать. Допустим, это заполнение профиля. Если на новой платформе, если оно сопровождается различным интерактивом, целями, задачами,
какими-то ачивками, виртуальным помощником, который будет подсказывать, мотивировать. Такие профили заполняются куда быстрее и охотнее, чем просто, если ты видишь шкалу прогресса с процентами, которая показывает, насколько ты заполнил. Человек будет хотеть дойти до 100%. Это будет мотивировать его. Обучение. Сейчас практически любая платформа использует очень много элементов обучения. Детские обучающие платформы практически все уже используют так или иначе какие-то элементы игры, чтобы мотивировать. Я думаю, каждый из вас помнит несколько платформ обучающих, которые с помощью различных игровых элементов, как квизы, интерактивное обучение, э, подсказки, награды, ободрение, мотивирует пользователя возвращаться внутрь системы, пробовать еще раз, заходить дальше, чтобы получить награды. А обучение как дополнительная, основная цель встает, по сути, дополнительной в этом плане. И стимулирование соревновательного духа. Пользователи будут видеть свой рейтинг, будут смотреть доску лидеров, будут хотеть попасть туда, им захочется поднять свой уровень, получить рейтинг выше, чем у своего знакомого или соседа, и они будут мотивироваться, будут идти дальше, оставаться внутри системы, внутри платформы. А, Компоненты. Те люди, авторы, которые изучали геймификацию, они выделили 5 основных компонентов и 2 дополнительных. Эти компоненты, которые можно использовать при создании определенной системы, чтобы внедрить в нее какие-то элементы геймификации. Цели. Если игроку ставятся цели, то любые действия для него э, привносятся с ощущением определенного смысла. Он охотнее их выполняет. Ему нравится ощущение удовлетворения после того, как он завершает эти цели. Правила. В жизни правила нужны, чтобы развивать креативность. Э, При создании каких-то платформ тут и тот же смысл. И любая платформа требует определенных правил, чтобы оставаться балансированной. Правила не должны быть слишком сложные, они должны быть легкие к выполнению и пониманию. И они должны требовать минимум ввода каких-либо данных. Только тогда они будут приносить действительно конверсию. Фидбэк. Пользователь должен видеть, что система отвечает на его действия внутри этой данной платформы. Это могут быть награды, могут быть различные сообщения, какой-то фидбэк. Если ему потребуется какая-то помощь, она должна быть, система должна ответить на его запрос. Если игрок, пользователь будет видеть, что система не отвечает, что он безразличен ей, тогда он уйдет. Награда. Когда пользователь видит, что его действие положительно сказывается внутри системы, что он получает какую-то награду за то время, которое он тратит на платформу, тогда он остается на ней дольше. Но награды должны, он должен получать награды, э, различные бейджики, аватарки, какие-то косметические изменения, которые будут стимулировать его. Мотивация. Мотивация, как ученые изучали этот процесс, и они разделили мотивацию на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя мотивация – это мотивация любопытства, желание познания чего-то, достижения. Внешняя мотивация – это деньги, положение в обществе, похвала кого-то. И как считается, что внутренняя мотивация намного сильнее и важнее для пользователя. Именно этой мотивацией и пользуется бизнес, когда создает какие-то платформы с элементами геймификации. Ну и не только с элементами геймификации. То чувство, когда ты
выполнил цель, у тебя появляется ощущение удовлетворения и желание как можно быстрее выполнить еще цель. Это самая сильная мотивация пользователя. И именно ее используют чаще всего. И два дополнительных компонента — это свобода выбора и свобода проигрыша. Свобода выбора говорит нам о том, что если система дает цели добровольно для выполнения, вдруг пользователь сам выбирает их, тогда он останется в системе намного дольше. Если система принуждает его выполнять эту цель, заставляет его, да, он, скорее всего, уйдет из этой системы, будет некомфортно себя чувствовать. И со свобода проигрыша заключается в том, что как основной элемент сути игр, то, что действия не имеют последствий. Если игрок э, после поражения, по сути, не теряет ничего, поражение не несет для него никакого негатива, то он останется внутри системы намного больше. Будет продолжать пробовать еще раз и еще. Давайте подумаем, какие части конкретно элементов игр можно использовать в наших проектах. Прежде всего, это баллы, бейджи, различные достижения. То есть, по сути, это различные награды, которые могут сопровождать э, пользователя во время выполнения действий, выполнения целей, задач. Это могут быть ачивки, различные уровни, какие-то статусы, рейтинги. Когда игрок, пользователь видит свой рейтинг, он мотивируется идти дальше, у него возникает соревновательный дух. Особенно если он сравнивает его с другими. Поэтому часто на платформах можно видеть и пуск лидеров, э, уровни, статусы, чтобы вызвать у игрока соревновательный дух, чтобы он шел вперед, чтобы он захотел поднять свою планку выше, чтобы переступил на следующую ступеньку. И это все потребуется время, и он все это время останется внутри платформы. Виртуальная валюта. Виртуальная валюта как способ вознаграждения очень часто используется в различных платформах. Обычно какая-то придуманная валюта виртуальная внутри системы, которая позволяет игроку добиться каких-то определенных э, преимуществ, возможно, визуальные какие-то космические изменения, возможно, какой-то дополнительный функционал. Такой же функционал может возникнуть при повышении уровня или статуса до определенного уровня. Э, Пользователь будет стремиться получить эти плюшки, э, эту валюту, даже если, по сути, она ему бесполезна. Он просто будет поставить цель себе получить ее. Ну и можно использовать различные интерактивные элементы из игр, которые будут просто помогать делать какие-то действия нецелевые намного интереснее. Это могут быть просто различные анимации, звуки, виртуальные помощники, какие-то элементы из игр, которые превратят обычные действия, по сути, в какую-то часть в игру. Давайте поговорим конкретно о каких-то примерах, чтобы мы поняли, как именно используются эти элементы. Очень часто, уже давно, они все используются уже в e-commerce. Сейчас, если мы зайдем практически в любой крупный какой-то супермаркет, нам предложат карточку скидки, накопительную карточку, где мы будем накапливать очки, которые потом будем менять на либо скидку, либо какие-то бонусные валюты. Это и есть элементы геймификации, которые вот внедрили уже давно e-commerce. Можно вспомнить приложение AliExpress, там, где можно выращивать мобильное приложение, там, где можно выращивать денежное дерево. Его надо заходить каждый день, поливать. И так игрок сам себе выращивает скидки. Это будет мотивировать игрока заходить каждый день, полив- поливать эти скидки и потом их тратить, пока они не сгорели. Это очень хорошая мотивация. И только останется внутри платформы и при этом будет тратить деньги свои. Даже если
он не совершил бы покупку в другое время, он все равно приобретет какой-то товар, потому что у не сгорела скидка. Очень часто используется в различных системах обучения, а, когда игрок видит, что его уровень повышается, что он выполняет цели, чувство удовлетворения его тянет вперед, он не останавливается, идет дальше, изучает какие-то новые элементы, проходит новые обучения, курсы. Это очень хорошая мотивация. Различные изучение нового функционала. Если оно сопровождается игровыми различными элементами, это тоже очень положительно сказывается на конверсии и снижает э, на колл-центр, какой-то help-центр снижает нагрузку. Пользователь лучше разбирается в интерфейсе, и ему нравится открывать новый функционал. Если говорить конкретно о примерах, то все мы вспомним приложение Duolingo, которое очень давно внедрило много очень элементов геймификации. Это различные уровни, рейтинги, интерактивный помощник, который подсказывает, похвала. Там даже есть боссы, которые нужно проходить. И все эти элементы в 2020 году при внедрении позволили Duolingo заработать 160 миллионов долларов. Там больше, чем на 100% больше, чем похожие периоды в других годах. Другое популярное приложение в Америке, в Европе — Fitbit. Это, по сути, такой виртуальный тренер, который стимулирует тебя, ставит задачи, ставит тебе вызовы, помогает тебе сравнивать свои показатели с показателями других людей, знакомых. Он постоянно стимулирует тебя идти дальше, вперед, не останавливаться. И обычная тренировка, скучная, которую люди часто не хотят делать, превращается в интересную игру. И пользователь идет вперед, переступает через себя. Не только помогает людям стать здоровее, лучше, но и помогает им оставаться внутри этой системы. Waze — популярный навигатор, который тоже использует элементы геймификации в своей платформе. А, Люди за то, что помогают друг другу на дорогах, ставят комментарии, отзывы, различные пины с какими-то новыми ямами, постами, получают уровни, рейтинги. И пользователям не только нравится, идет стимуляция помощи другим на дорогах, но и им нравится оставаться внутри навигатора, внутри платформы. Это хорошая мотивация для пользователей. Nike — приложение, которое я сам использую, оно помогает, приложение для бега и тренировок. Там тоже есть система уровней, некое подобие социальной сети, когда ты делишься своими достижениями, фотографиями с другими пользователями. Видишь, чего достигли другие, хочешь достигнуть таких же каких-то показателей, хотя бы примерно. Это стимулирует тебя тренироваться, даже когда ты не хочешь. Хорошая мотивация. Хабитика. Интересный сервис, который помогает улучшить жизнь. В нем ты ставишь себе задачи. И задачи выполняешь. Когда ты выполняешь, они сопровождаются постоянно какими-то игровыми элементами. Там есть уровни, какие-то достижения тебе даются за то, что ты выполняешь задачи, различные предметы. И в итоге ты награды. И в итоге ты мотивируешь сам себя ставить себе больше задач, выполняешь их, чтобы получить какие-то вот бонусы, повысить свой уровень. Смотришь на рейтинг, на доску лидеров. Это очень сильно мотивирует человека. По сути, вот так вот геймификация может улучшить жизнь пользователя, просто давая ему больше мотивации к действию, чем простое обычное приложение с Task Manager. Что нужно все-таки учитывать при создании системы с элементами геймификации? Нужно очень тщательно продумать изучить свою аудиторию. Конечно, в любом проекте важно знать свою аудиторию, но
Тут плюс к этому нужно знать, какие элементы геймификации стоит внедрять и можно внедрять для конкретной аудитории. Не все элементы подойдут. Если это приложение для каких-то пенсионеров, глупо предлагать им какие-то элементы геймификации. Они просто подумают, что оно несерьезное. Нужно быть осторожным при выборе элементов, чтобы не переборщить, чтобы приложение стало несерьезным, чтобы оно не отталкивало пользу. Нужно продумывать систему наград обратной связи, чтобы пользователь чувствовал себя нужным системой, платформе. Если его запросы будут уходить в никуда, он не будет чувствовать, э, что его слышат, то он уйдет. Если он будет видеть, что его действия не вызывают никакого эффекта внутри платформы, то есть он не получает никакой награды за потраченное время, он тоже будет уходить. Ему нужна мотивация. Тестирование, оптимизация. Любые какие-то элементы геймификации очень хорошо, если они будут протестированы хотя бы внутри компании с коллегами или с какими-то родственниками, друзьями, чтобы понять, действительно ли они помогает э, этому целевому действию, или оно его затрудняет, наоборот. Обязательно нужно тестировать хотя бы на прототипе каком-то. Нужно помнить также, что элементы геймификации не сама цель платформ, она все-таки это дополнительные стимулирующие инструменты. Нужно не забывать, что платформа или сервис, проект, он важный. А какими-то элементами геймификации можно пожертвовать с учетом того, что это поможет платформе. Нужно не забывать, что все-таки мы проектируем проекты, а не игровые элементы. Привязка к продукту. При выборе определенных игровых механик, которые можно внедрить в проект, нужно очень проанализировать, действительно ли оно подходит данному продукту. Не все элементы игр можно внедрить в любой конкретный продукт. Надо тщательно выбирать, что можно, что нельзя, и подбирать те элементы, которые действительно подойдут и подчеркивают это. Итак, что же такое геймификация? Это возможность любой проект улучшить с помощью игровых механик и элементов, позволить пользователю выполнять те действия, мотивировать его, которые он не хочет совершать. Заполнить профиль, выполнить какие-то задачи, настройки, идти дальше, открыть новый функционал, изучать какие-то части функционала. Это все стимулирует пользователя. И это все можно использовать в создании новых проектов. Э, Так как все-таки дизайнеры проектируют эти элементы, и они внедряют его в проект. Они должны тщательно выбирать и анализировать, стоит ли их добавлять или нет. Бизнес часто хочет внедрить как можно больше, но именно дизайнер должен решать, какие элементы и как и в каком количестве можно внедрять. Это, в принципе, все, что я хотел сказать. Спасибо большое, что выслушали. Оставайтесь на канале, будет еще очень много интересного. Ставьте лайки, подписывайтесь, не пропускайте следующие видео. Спасибо за внимание.